The fun never ends. Cozy and cuddly, your new best friend, Yarnaby. I love braiding his hair. He'll hold you close and keep you there, He watches over me when I sleep. protecting your dreams. The fun never ends. Cozy and cuddly, your new best friend, Yarnaby. Oh, Yarnaby. Rock and roll. И всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Рома, и вы на канале Clay Team. Сегодня слепим монстра Ярнаби из новой главы игры Poppy Playtime 4. В этом видео детально покажу процесс создания Ярнаби из пластилина с открывающейся пастью, прямо как в игре. Ну а перед началом не забудь подписаться на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всего, что происходит на канале. Ярнаби. Кто он такой? Какова его роль? Какая у него история? И какие секреты скрываются за его пушистым, но ужасающим внешним видом? Усаживайтесь поудобнее, все расскажу. Ну а вы берите пластилин и лепите Ярнаби вместе со мной. Ну и кто же такой этот Ярнаби? Ярнаби — это жуткий игрушечный лев, созданный на фабрике Playtime Co. В отличие от других персонажей, его тело полностью покрыто пряжей, что делает его внешне милым, но только на первый взгляд. На деле он представляет смертельную угрозу для игрока, ведь за милыми глазками скрывается безжалостный хищник. Его имя — это игра слов, объединяющая Барнаби, что переводится как «сын утешения», и Ярн – пряжа. Однако утешения от встречи с ним точно не будет. Ярнаби – первый антагонист, с которым встречается игрок в 4 главе. Его основная задача – преследовать нас по узким коридорам фабрики, используя свою ловкость, силу и очень странную способность. У настоящего льва у Ярнаби выдвижные когти, что делает его еще более опасным. Но самая жуткая деталь – это его голова. Она способна раскладываться на 2 части. Это не просто дизайнерский ход, это реальная угроза, ведь таким образом он раскрывает еще более устрашающие зубы, готовый в любой момент разорвать игрока на части. Ярнаби дебютирует незадолго после того, как игрок проходит в тюрьму и попадает в комнату для наблюдения за экспериментами, где Харли Сойер выпускает Ярнаби из камеры, чтобы понаблюдать за реакцией игрока. Ярнаби пытается прорваться через окно, отделяющее его от игрока, но после нескольких неудачных попыток он покидает комнату через дыру в стене и начинает преследовать игрока. Тем не менее, Доуи помогает главному герою и отвлекает Ярнаби, но в конце концов ему удается догнать игрока, и короткий промежуток времени Ярнаби преследует его. Игроку удается сбежать, заперев Ярнаби в комнате, где он, предположительно, продолжает бродить по окрестностям в поисках главного героя.
Позже в игре, пока главный герой проходит через ничейный край, часть фабрики, которая ведет к Харли Сойеру, Ярнаби выходит из-за ворот и начинает охотиться за игроком. Бывшему сотруднику удается включить электричество в этом районе, но Ярнаби находит его и преследует по нескольким коридорам, пока игрок не перепрыгивает через огненную яму, ухватившись за цепь на потолке. Ярнаби пытается броситься за ними, но застревает и загорается. Напомню, что мех, покрывающий почти все тело Ярнаби, сделан из пряжи. Хоть он и вспрыгивает с цепи, но ему так и не удается дотянуться до игрока. Вместо этого он на несколько мгновений хватается за край ямы, прежде чем соскользнуть и упасть в пропасть, все еще объятый пламенем. Ярнаби выглядит как огромный игрушечный лев, созданный из разноцветной пряжи. Его шерсть состоит из множества слоев ниток, что делает его визуально необычным среди других персонажей игры. Но если присмотреться повнимательнее, можно заметить кровавые царапины и раны на его лапах. Это может означать, что он подвергался пыткам или участвовал в жестоких экспериментах. Возможно, Харли Сойер, один из ученых фабрики, имеет к этому прямое отношение. Кстати, Харли Сойера я лепил в своем прошлом видео. Не забудь обязательно посмотреть после просмотра этого. История Ярнаби. Ярнаби был одним из множества персонажей Playtime Co. Его номер эксперимента 1166. Как и другие игрушки, он был создан с целью стать идеальным компаньоном для детей. Но что-то пошло не так. Вероятно, его связь с важной фигурой, предположительно с доктором, сыграла роль в его превращении в монстра. Но что делает Ярнаби уникальным, так это то, что его тело было полностью уничтожено и утилизировано. Это значит, что он не может быть частью прототипа, в отличие от других жертв фабрики. Интересные факты о Ярнаби, которые мне удалось найти. Ярнаби – первый антагонист, чье имя фанаты правильно угадали еще до главы. Все благодаря утечкам товарных значков Mob Entertainment. Он единственный монстр, который ходит на четвереньках, но при этом не имеет длинных конечностей, как мама длинные ноги. Его дизайн мог быть вдохновлен Львом и Исааком из мультсериала «Малыши Эйнштейны». У них схожие черты лица и радужная грива. Раскалывание головы Ярнаби может быть отсылкой к первому концепту Бенди из Bendy and the Ink Machine, аниматроникам Fine Time из Five Nights at Freddy's Sister Location, клоуну Лулу, персонажу из фанатской версии Poppy Playtime 4, и разработкой дизайна занималась компания Maxatron.
Ну и вот такой вот прикольный Ярнаби у меня получился. Как вам фигурка? Обязательно напиши в комментариях. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось это видео. И если ты хочешь больше роликов по Poppy Playtime. Ссылки на все соцсети есть в описании и в закрепленном комментарии. Жду тебя там. Всем творческих успехов и до новых встреч. Всем пока-пока.